Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю необыкновенно вкусный шоколадный десерт без выпечки. Десерт этот готовится очень просто и быстро из самых простых и доступных продуктов. Получается всегда, главное здесь знать принцип и правильные граммовки. Десерт этот очень бюджетный получается посредством, он не содержит ни яиц, ни желатина, ни муки. Все покажу и расскажу в данном видео, чтобы он сразу получился вот в такой большой форме. 800 мл молока я довожу до кипения. Здесь у меня 110 грамм кукурузного крахмала. Добавляю туда совсем небольшую щепотку соли. Соль нужно добавить обязательно для яркости вкуса. Также добавляю туда 50 грамм сахара, 8 грамм ванильного сахара. И все это просто перемешиваю до однородности, чтобы не было неразмешанного крахмала. Вливаю туда сейчас 200 мл холодного молока. То есть в общей сложности на рецепт нам понадобится 1 литр молока. Сейчас все это перемешиваю очень основательно, чтобы не было комочков. И буду заваривать эту смесь до кипения. Вливаю сейчас тонкой струйкой в закипающее молоко. Молоко я слегка не довела до кипения, но очень горячее молоко. Влила всю крахмальную смесь. И теперь на умеренном огне в кастрюле с толстым дном при непрерывном помешивании я буду заваривать эту массу до закипания. Как только пойдут первые признаки кипения, первые вот такие пузыри уже большие пойдут, я буду уваривать эту смесь еще минуту, чтобы полностью исчезла эта пена, чтобы масса уже стала плотной. Вот так она должна выглядеть. Она не должна быть жидкой. Провариваю минимум минуту, может быть минуту 20 секунд, это смотря по вашей плите, и снимаю с огня. Сразу же очень быстро здесь нужно действовать. Добавляю туда 150 грамм шоколада. Молочный у меня здесь шоколад, 40% какао. То есть молочный шоколад с большим содержанием какао. Вы можете взять половину молочного шоколада и половину темного. Это все на ваше усмотрение. Перемешиваю тоже очень быстро. Обязательно размешиваем все это с донышка, чтобы весь шоколад разошелся. Потому что если у вас он не разойдется, у вас потом будут такие некрасивые прожилки в десерте. Масса на данном этапе разжижится. Это нормально. Сразу отвечаю на вопрос в комментариях. Ни в коем случае здесь нельзя заменять шоколад на какао. У вас от какао этот десерт не застынет. Даже если вы будете проваривать вместе с какао, у вас пудинг будет жидким. Он у вас просто выльется из этой формы. Нужен только шоколад. И шоколад берите качественный. Шоколад здесь очень важно размешать. Не просто, чтобы не было у нас вот некрасивых украплений потом в десерте, но еще и для того, что шоколад здесь является очень ценным стабилизатором этого десерта. Здесь у меня силиконовая форма 16 сантиметров в диаметре. Вы можете использовать также и металлическую форму. Там на заднем плане она у меня стоит. Самое главное здесь уяснить, что именно это количество продуктов рассчитано на форму не менее и не более чем на 16 сантиметров. То есть, если вы возьмете форму больше, пожалуйста, просто у вас десерт будет невысоким. А так можно все использовать, конечно. Но на меньшую форму, если будете брать, он у вас просто выльется. Этих продуктов будет слишком много. Я использую здесь в начинку свежую малину. Вы можете спокойно использовать любую замороженную ягоду и также свежую. Можете шоколадные капли здесь использовать. Шоколадные капли, естественно, берем термостабильные, чтобы они у вас не расплавились от горячего пудинга. Очень-очень важный момент. Пудинг заливать в форму нужно только в очень горячем состоянии. Он у меня уже, видите, вот в то время, пока я здесь раскладываю эту малину, он у меня уже начинает схватываться. То есть здесь медлить вообще нельзя. И малину раскладываем так или другую ягоду, которую вы будете использовать, именно по центру, чтобы малина не касалась вот этих бортиков, иначе потом у вас просто будут такие дырочки в боковинках десерта, это будет некрасиво. Сейчас это я просто разравниваю, я уже накладываю здесь силиконовой лопаткой. Пудинг еще очень-очень горячий, он еще подвижный, но все равно схватывается, как видите, очень-очень быстро. Более жидкой консистенцию пудинга здесь делать нельзя, иначе такая большая у вас форма, она просто не схватится. Естественно, вы все это можете делать в маленьких кексовых формах. И вот здесь, внимание, я ставлю эту форму дополнительно еще в кондитерское кольцо, потому что пудинг очень тяжелый, вот эта масса. И вот эта силиконовая форма у меня совершенно обычная, с обычного маркетплейса. Она недорогая, эта форма, поэтому она как бы прогибается внизу, и ей нужна вот такая основа. Вы можете просто в кастрюлю ее поставить вот этого диаметра. И это на ваше усмотрение в любую миску, в кастрюлю, просто чтобы внизу было у вас зафиксированное вот это
донышко. Сейчас выкладываю просто обычное печенье шоколадное сверху. Накрываю сейчас пищевой пленкой в контакт и убираю этот десерт в холодильник минимум на 5 часов. Можно на ночь убрать. Ну, 4-5 часов вот ему нужно, чтобы он полностью у вас схватился. Вот такая металлическая форма 16 сантиметров в диаметре. Ее тоже можно использовать, но донышко у меня здесь, видите, оно как бы надпаяно. Это чаще всего у таких форм, потому что это же рассчитано, в принципе, для выпечки. И там слегка всегда проходит воздух, и у вас сам десерт может темнеть от этого воздуха. Уже имелся у меня тоже такой опыт, поэтому я использую лучше силиконовую форму. Хотя после металлической формы сами вот эти изгибы, сами стеночки десерта будут более гладкие, менее шероховатые, чем после силиконовой формы. Но вот это надпаянное кольцо, оно здесь очень мешает. Убираю десерт в холодильник. У меня прошло сейчас примерно 6 часов. Я снимаю пищевую пленку, убираю это кольцо. Слегка вот здесь вот, если нужно, помогаю ножом, но в принципе это и не нужно. И от силиконовой, и от металлической формы пудинговые десерты, и от стеклянных бортиков всегда отходят превосходно. Если вы будете в силиконовой форме делать, вот эта поверхность слегка такая шероховатая получается у десерта. Если вы будете в металлической форме делать, поверхность будет идеально гладкая. Но смотрите, вот если у вас есть вот это спаянное кольцо посередине, возможно, у вас потемнеет вот эта серединка. И вот на это нужно обратить внимание, потому что в таких десертах там скапливается конденсат, и тогда это выглядит очень некрасиво. Поэтому я лучше использую здесь силиконовую именно форму. Я посыпаю здесь не тающей сахарной пудрой. То есть в нее добавлено небольшое совсем количество пальмового масла. Поэтому эта сахарная пудра не тающая, так называемый не тающий снег кондитерский. Она не тает на даже очень влажном изделии, как, допустим, этот пудинг. То есть обычной сахарной пудрой такое покрыть невозможно. Вы можете посыпать какао, полить шоколадом, все, что вам нравится. Десерт необыкновенно вкусный получается. Он прекрасно держит форму и при комнатной температуре. Нарезаю обычным холодным сухим ножом. То есть нож я не прогреваю перед нарезанием. И прекрасно он нарезается. Разрез у него получается всегда идеальный. Он нарезается даже на очень-очень мелкие кусочки. Вы, еще раз повторяю, можете все это делать в совершенно обычной круглой форме, без вот этой выемки в середине. Просто так десерт выглядит очень красиво, очень презентабельно. Это все на ваше усмотрение. И если у вас в металлической форме она сделана монолитно, без вот этого надпаянного кольца, вы свободно можете делать это и в металлической форме. Форму перед вливанием пудинга мы ничем не смазываем, ни маслом. Нарезается десерт даже вот на такие маленькие кусочки. Он прекрасно держит форму, он не превращается в кашу. Посмотрите при надламывании вилкой, какие идеальнейшие кусочки, тающий во рту десерт, очень сбалансированный вкус. Ягоды, начинки можете абсолютно любые здесь использовать по своему вкусу. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.